меня на канале есть обзор объектива от Sony, который предназначен для кроп-камер с фокусным расстоянием 11 мм и диафрагмой 1.8. И этот обзор я считаю одним из своих самых лучших, поэтому если его не смотрели, то обязательно посмотрите. И поэтому, когда ко мне обратились представители компании Yongnuo с предложением протестировать аналогичный объектив только в их исполнении, такой же для кроп-камер Sony с фокусным расстоянием 11 мм и диафрагмой 1.8, то я не мог устоять. И я очень рад этому событию, потому что обычно мне приходится либо покупать объектив, чтобы сделать на него обзор, либо договариваться с каким-то магазином, чтобы мне дали объектив на тест. А здесь ко мне обратилась непосредственно сама компания, и мне это очень приятно, и я рад протестировать их объектив. Тем более, что в некоторых аспектах он обгоняет свой аналог от Sony, при этом стоит почти в 2 раза дешевле. Но давайте обо всем по порядку. Меня зовут Виктор Брусков, и вы на моем канале The Photo Gear. Устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. И первое, на что мы обращаем внимание, что в отличие от своего аналога от Sony, корпус данного объектива выполнен из металла. Второй момент, который бросается в глаза, это то, что у него есть кольцо переключения диафрагмы. Разумеется, у этого кольца есть переключатель, который позволяет нам переключать его с кликом, либо плавненько для съемки видео. Так же, как у объектива Sony, здесь есть переназначаемая кнопка и переключатель из ручного фокуса в автофокус. Еще здесь есть порт USB-C, через который можно обновлять прошивку в данном объективе. Но я не сторонник такой технологии, я люблю, когда это делается либо через карту памяти, либо вообще дистанционно по Wi-Fi. И да, стоит упомянуть о том, что так же, как и объектив Sony, Yongnuo обладает погодозащитой, и у него даже прорезиненное кольцо вокруг крепления байонета. Но есть в этом объективе еще одна функция, которой не было ни в одном объективе до выхода этой модели, а именно встроенный Wi-Fi модуль. И благодаря специальному пультику, который можно купить отдельно, этим объективом можно управлять. Что же конкретно можно сделать при помощи данного пульта? Во-первых, можно управлять фокусировкой объектива, всего лишь прокручивая кольцо управления. Также можно изменять значение диафрагмы, и плюс ко всему, можно начинать и заканчивать видеозапись, то есть использовать его реально как полноценный пульт. Функция, конечно же, уникальная, но опять же, все то же самое я могу делать и через фирменное приложение Sony. Но если перед вами стоит задача изменять фокусировку в определенных значениях, то при помощи пульта это делать намного удобнее. И плюс ко всему, ваш смартфон освобождается под какие-либо другие задачи. Данный пульт может управлять этим объективом на расстоянии до 30 метров, и так же как и в объективе, здесь есть вход USB Type-C, через который его можно заряжать, а так зарядки по идее должно хватить на целых 5 часов работы. Теперь перейдем к изучению практических свойств объектива и начнем с автофокусировки. Автофокусировка здесь шаговая, в отличие от объектива Sony, в котором установлен линейный привод автофокуса. Я считаю, что линейный привод это лучший привод, но шаговый идет следом и также неплох. Он бесшумный, он также быстро переключает автофокус, просто на мой взгляд делает это чуть-чуть медленнее, чем линейный привод. И если мы говорим про шаговую фокусировку, то, например, практически для всех объективов Sigma, которые созданы под беззеркалки, установлен именно шаговый привод автофокуса. Так же, как и в случае с объективом от Sony, я не мог не протестировать данный объектив для записи влога. Вот так вот с руки, у меня полусогнутая рука, поэтому достаточно комфортно несу этот объектив, он достаточно широкоугольный, чтобы не вытягивать руку полностью. Запись я веду в 4К, 25 кадров в секунду, также у меня включена активная стабилизация, и вы можете оценить, насколько камера справляется с таким сетапом для того, чтобы балансировать картинку. Непосредственно в работе я заметил, что автофокус справляется отлично, фокусировка происходит быстро, бесшумно и плавно, поэтому
практически никакой разницы я не заметил. Скорее всего, тестирование лоб в лоб показало бы, что объектив Sony фокусируется чуть-чуть быстрее, но на таком фокусном расстоянии и в практическом применении я не заметил никаких сбоев в системе автофокуса. Что касается самой записи автофокуса, у меня пока полное ощущение дежавю, как будто бы я снимаю на тот же объектив от Sony 11 мм с диафрагмой 1.8 для кроп-камер. И теперь самое интересное, поговорим про оптические характеристики. Я могу сказать, что этот объектив очень резкий, начиная с открытой диафрагмы f1.8. У меня была возможность поснимать на него на своем воркшопе по смешанному свету, и там я снимал на открытой диафрагме, и резкость была потрясающая. Опять же, этому есть объяснение, потому что в объективе есть разнообразные оптические элементы, сложные, асферические, низкодисперсионные, которые как раз и позволяют выдавать такую производительность на открытой диафрагме. А это очень важно, потому что такой объектив мы берем как раз ради открытой диафрагмы, для того, чтобы мы могли снимать в том месте, где у нас недостаток освещения. И я предлагаю вам убедиться в качестве изображений самим. Сейчас я покажу вам изображение прямо из камеры, JPEG, без каких-либо обработок и ретуши. Что касается прикрытых значений диафрагмы, то здесь все логично становится лучше. Мне также понравилось снимать на полностью закрытой диафрагме f16, когда я получал блики от солнца в форме звездочек. Это смотрится очень красиво и эффектно, и при этом нам не нужно устанавливать на объектив какой-либо специальный фильтр. Кстати, если говорим про светофильтры, то здесь резьба на объективе 58 мм, соответственно, к нему подойдут любые светофильтры с диаметром резьбы 58 мм. Причина, по которой я снова тестирую объектив, созданный для кроп-камер на своей полнокадровой Sony Alpha 7 IV, заключается в том, что такая камера, как Sony Alpha 7 IV, выдает отличную производительность в кроп-режиме, как в фотосъемке, так и в видеосъемке. Причем, если мы говорим про видеосъемку, то запись 4К 60 кадров в секунду Sony Alpha 7 IV может производить только в кроп-режиме. Поэтому и кроп-объективы подходят к ней как нельзя кстати. А как мы знаем, у камер Sony единый байонет, и поэтому к любой из камер Sony подходит как полнокадровый объектив, так и объектив, созданный для кроп-камер. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Ну и самое интересное начинается, когда мы переключаем этот объектив из кроп-режима в полнокадровый режим, и оказывается, что он способен частично покрывать и полный кадр тоже. Покажу вам, как выглядит кадр с выключенной активной стабилизацией. Также я переведу камеру в полнокадровый режим, потому что до этого я снимал в кроп-режиме, и вы увидите разницу, как выглядит кадр с кропом 1.5 и в полнокадровом режиме. Способен ли этот объектив покрыть полный кадр? Вот так выглядит кроп-режим, в котором я снимал. Буду стоять на одной точке и показывать вам разницу. Сейчас выключу активную стабилизацию. Я выключил активную стабилизацию, и она добавила 10% по краям кадра, потому что ровно 10% она изжирает. И сейчас переключу камеру в полнокадровый режим. Вот так выглядит видео в полнокадровом режиме. То есть объектив захватывает значительно шире. Он не покрывает полностью матрицу. То есть у нас есть по краям затемнение и искажение. Но если мы включим активную стабилизацию, то опять же 10% этих проблем должно уйти. И сейчас включил активную стабилизацию, при том, что снимаю в полнокадровом режиме. Как я и сказал, часть проблем по краям кадра ушло, но все равно кадр не идеальный. В таких случаях мы можем использовать волшебную функцию камер Sony Clear Image Zoom. По чуть-чуть нажимаю на 1.1, 1.2, и вот на 1.3 уже кадр смотрибельней, и при этом он значительно шире, чем в кроп-режиме. То есть примерно 13-14 мм получается в пересчете на полный кадр. Ну а по этому отрезку вы сможете судить, насколько вообще юзабелен полнокадровый режим для съемки видео. Сейчас у меня включена только активная стабилизация без Clear Image Zoom, то есть полная ширина кадра с 10% кропа. Могу сказать, что для видео полнокадровый режим еще можно использовать, особенно если подключить активную стабилизацию и Clear Image Zoom, но все-таки для фото у нас начинают вступать в дело непоправимые искажения, которые уже можно использовать как творческий прием, но не как для серьезной работы.
Что касается кроп режима, то здесь объектив раскрывается как и для фотосъемки, так и для видео. Возможно, для фото где-то нужно будет включить дополнительную коррекцию искажения, но я вижу уже по кадру, что это не особо критично. Так что все владельцы кроп камер могут вообще не париться, этот объектив показывает себя отлично. Кстати говоря, не стоит забывать о том, что если вы используете любой объектив на кроп-камере, то его нужно пересчитывать на кроп-фактор. То есть, если объектив создан для полного кадра, либо объектив создан для кроп-камеры, все равно надо умножать на кроп-фактор. У камер Sony кроп-фактор 1,5, соответственно, мы умножаем 11 мм на 1,5 и получаем 16,5 мм. Это будет эквивалентное фокусное расстояние полному кадру. Так что все просто. Если используем кроп-камеру либо кроп-режим, то пересчитываем на этот кроп-фактор фокусное расстояние любого объектива. Кстати, все черно-белые видеозарисовки, которые вы видите в этом выпуске, они сделаны именно в камере. То есть я переключил так называемый творческий вид, который появился именно в Sony Alpha 7 IV. И в своем обзоре этой камеры я уже хвалил этот творческий вид черно-белый, но при съемке фото. А здесь я решил, что мне хочется поснимать черно-белое видео, и поэтому быстренько переключил себе режим и получил вот такие вот атмосферные зарисовки. В своем обзоре объектива Sony 11 мм я его очень хвалил, потому что совокупность его качеств делает его отличным компаньоном для создания как раз влогов, для того, чтобы иметь под рукой хороший ширик с быстрой фокусировкой и с отличной картинкой. Но, пожалуй, единственным недостатком объектива от Sony оказалась его цена, потому что, да, объектив хороший, но не все готовы платить такие деньги за объектив, который создан для кроп-камер. И мне кажется, что Yongnuo отлично справились с задачей, выпустив данный объектив, который стоит значительно дешевле, но при этом в некоторых аспектах реально лучше объектива Sony. Меня лично, как я и сказал, очень порадовало это кольцо переключения диафрагмы, которое переключается с кликами, довольно приятно. И здесь мне нравится переключать диафрагму, потому что этот объектив напоминает мне объективы Fujifilm, такие же металлические, с переключаемым кольцом диафрагмы. А вот, например, на моем Sony G Master 2470 2.8 я вообще не трогаю это кольцо, потому что оно пластиковое, и почему-то там у меня не возникает такого желания. Возможно, из-за того, что объектив более габаритный, то есть это кольцо такое более широкое. А здесь маленькое, компактное, и его приятно переключать. Итак, в каких случаях нам нужен такой широкоугольный объектив? Во-первых, это может быть съемка пейзажа, где мы хотим захватить широкую сцену. Также съемка внутри каких-то помещений, в которых тесно. Этот объектив, так же как и ультраширокоугольная камера на нашем смартфоне, позволяет расширить пространство и захватить больше в кадре. Опять же, он отлично подходит для записи влога, самого себя, с руки, с вытянутой, для того, чтобы сильно не напрягаться, потому что объектив довольно легкий и не прибавляет много веса к камере. Также для записи я использую флагманский беспроводной микрофон от Sony с функцией шумоподавления, и сейчас она включена, поэтому я отсекаю все лишние шумы, которые происходят вокруг. На самом деле довольно качественный микрофон, и позже я обязательно сниму про него отдельное видео. Итак, вывод, который я могу сделать, это то, что данный объектив по сравнению с Sony выглядит практически идентичным в плане получаемого изображения. То есть все то же самое. Мы можем также его использовать как в кроп режиме, так и частично в полнокадровом режиме. Мы можем получать резкие изображения и на открытой диафрагме 1.8, и тем более на прикрытых значениях.
Единственное, что в этом объективе, возможно, чуть-чуть будет медленнее автофокус, но это будет ощущаться только в тестах лоб в лоб, как говорится, а не в реальной жизни. В остальном с этим объективом есть реальная возможность значительно сэкономить и получить отличный ультраширокоугольный объектив для своей кроп-камеры. А на этом у меня, пожалуй, все. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Также подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Поставьте лайк этому видео, и всего вам доброго.